Здравствуйте, подписчики, зрители моего канала. Вот такие вот у меня сегодня монетки, моноблоки Shimano Alivio 3х7. По состоянию снаружи очень хороший, а вот по самой работе что-то вообще непонятно. Правая монетка, ни одного щелчка нету, ни на что не реагирует. Индикатор на 7 как застрял, так и стоит на месте, не сбрасывает ни туда, ни назад. Левая монетка с первой на вторую переключается, на третью уже индикатор не идет, и вот со второй на первую еще скидывает кое-как. И то получается, смотрите, индикатор переходит, а тросик не двигается. Так, монетки Shimano ST. Сейчас фокус наведется. Shimano ST MC15, Япония, 22 миллиметра, 22,2 диаметр руля. В общем, хочу их разобрать и посмотреть, возможно ли их будет отремонтировать, или это все музейный экспонат. Так, в общем, надо для начала открутить вот этот болт на 10 и вот этот вот винтик и заглянуть внутрь. О, он весь ржавый. Так, болтик на 10. А здесь сухо. Полностью сухо. Так, ну пружина рабочая. А вот сам механизм не хочет срабатывать. А не хочет срабатывать почему? Потому что вот здесь вот. Так, сейчас. Не видно нифига. В общем, вот здесь вот эта вот штука, она должна двигаться. А она не двигается. Почему? Вот это вот непонятно. Она должна двигаться. Здесь либо просто так все засохло. А ну сейчас я это разберу. Либо просто ей пришел капут. Вообще болт еле крутится, практически не откручивается. Так, значит, в эту монетку уже
правую кто-то лазил, потому что нет уже шайбочки. Так. Что у нас тут получается? Так, в общем, рассмотрел я поближе. Получается, здесь все нормально работает, но тросик, вот здесь вот есть вот специальное отверстие, вот, куда тросик заводится. И головка тросика вылетела вообще как-то вылетела из своего места. И вот так вот оно здесь все. Еще и темно, нифига не видно на камеру. Как-то оно здесь все теперь не работает, нифига. Во, все. Так, вот почему тросик и не ходил. Теперь надо разобраться, почему не включается. Она включилась, но назад раз и все, да, раз, а дальше не закидывает. Так, ну судя по тому, что я вижу, смазка здесь настолько загустевшая, что ее просто надо теперь, вот, чуть-чуть уже разработалась. Ага, теперь индикатор не показывает. Ой. Опа. Так, ух ты, елки-палки, что ж тут сломано? Это что такое? Какая-то подкладочка стояла, что ли? Так. Ну вот получается, индикатор у нас должен двигаться. Раз, два, три. Три. Так, получается вот. Сейчас пальцем. 3, 2 и 1. Так, сейчас разберем, посмотрим. Что-то нифига не могу понять, что она не разбирается. Еще и его открутить надо. Да. Раз и... Так. И теперь... это тут всему жопа. Пружинка ржавая. Так, вот как оно должно работать. Это сюда. Здесь вроде ничего, все так. Ничего такого. Сейчас назад собрать надо. Аккуратно сейчас я масло капну на пружинку.
чтобы продлить ее срок службы. Так, такая штука есть. Ну еще раз. Все работает. Теперь надо... Ой, а как же я тебя одевал? Вот так вот. Вот эту штучку надо. Так, это сюда должна идти, да? Вот есть. Ух ты, елки-палки. Даже заработала. Так, что-то где-то на перекос идет. Есть. Затем эта штука была вот так вот. И двумя винтиками, да? Вот один. И вот у нас второй. Так, теперь еще раз. Что у нас показывает индикатор? Ух ты, елки-палки, даже ходить начала. Три, два, один. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Так, есть такая штука. Так, чуть-чуть поставлю. Так. Затем надо посмотреть, что с этой вот с этой штукой, с этим механизмом вообще. Снять это колечко, вот так положить. Ого, тут у нас смазка, конечно, никудышная. Никудышная. Сейчас я это в спиртике помою. Все повымываю. Так, в общем, короче, вымыл я. И вот смотрите, что получается. Всю старую смазку полностью растворила. Штука под названием спирт. Чуть-чуть осталось. Ничего страшного. В общем, получается так. Вот так вот, смотрите. Стоп. Вот так вот, да? Так вот. Короче, один щелчок. Ага, нет, это значит, надо сейчас эту штуку поднять. Вот здесь. И она назад идет. Бляха-муха, только что так получалось хорошо. А, вот, все.
Третья скорость, 2 щелчка. Вот этот вот зубчик поднимаю. Раз. И оно назад становится. Оно что-то хреново назад становится. Ну, сейчас я попробую масло капнуть сюда и поставить его. Так, это у нас получается сейчас одна скорость. И вот это третья скорость, да? Значит, нам надо на первую скорость выставить, чтобы индикатор не сломать. Значит, надо вот этот вот зубчик. Раз. И все, у нас все на местах. Сейчас я маслица сюда залью. Так, надо его собирать вот так вот. Вот так вот, чтобы вот эта вот дырочка попала прямо сюда на индикатор. Потому что поломается и будет полная ну, попал или не попал, тут еще неизвестно. Так, надо же попасть так, чтобы не поломать его. Не попал. Так, сейчас на первой стоит, потом вторая, третья, да. Еще раз попасть надо на индикатор. Елки-палки. Смотрим. Раз. Вот, есть. Сброс идет. Да, с этой монеткой все хорошо, просто было дело в смазке. Так, есть. Сейчас, значит, делаю вот так. Просто сюда капаю в этот механизм. Капаю масло. Вот так вот. Лишнее сейчас поубираю. И пусть поработает. Так, сейчас, как я там делал. Крышку одену уже. Это не эта крышка вот отсюда. Так. Ага, еще ж колечко надо это поставить. Елки-палки. Вытягиваем назад. Втягиваем назад, и лишнее масло можно повытирать. Так вот. Так, надо поставить вот это вот колечко. Оно одевалось сюда, вот так, вот на эту штуку. Так, и теперь заново. Теперь заново. Колечко вот так. И на индикатор попадать надо. Так, колечко стоит. И сейчас смотрим, что тут получается. Получается, что нифига не получается. Так вот. Правильно? Или неправильно? Нифига не могу понять.
Вот, теперь колечко стало на место. Ага, еще сверху болтик надо закрутить. Так, а какой же отсюда и шел сейчас? Это у нас регулировочный, это сверху закручивается. То еще скажут, ставишь на место старые болтики, хоть бы повытирал. Так, есть оно. Попал я? Не попал. Надо откручивать. Откручивать. Снимать. Опа. Еще раз это сюда. Так, еще раз смотрим. Надо четко попасть. Надо четко попасть. Четко попасть. Смотрим, попал или нет. Раз. Все, попал. Назад собираем. Это колечко. Это вот так вот крышечка. Это болтик закручивается. Есть. Есть оно. Так, все отлично. Есть, работает. Вторая. Третья. Что-то оно отсвечивает сильно. Вторая. Первая. Все, есть. Это монетка. Эта монетка работает. Сюда. И закручиваем. Ну, чуть-чуть шайба проржавела. Это не страшно. Главное, что резьба целая, здесь ничего не побито. Все хорошо, все работает. Так, и регулировочный. Все, с одной монеткой справился почти. Так, еще раз. 2, 3, 2, 1. Отлично.
Так, это есть. Теперь надо с этой разобраться. Аккуратненько вытаскиваем. Нет, да, значит надо этот, наверное, открутить болт сейчас. И выходит. Так, а здесь все намного серьезней. Здесь вообще сухо. Ого. Ого, она даже не двигается. Так. Ну, сейчас. Спиртик. Так, в общем, промыл я эту штуку. И вот сейчас так в нагляк вот покажу, как я только что начал делать. Вот эту вот черную. Оп, есть. И теперь надо сбросить. А сбросить все, пошла потихоньку еще раз. Черную вот эту вот. Опа, пластмасску сбрасываем. Сейчас еще раз. Спиртик. Пусть еще смазочку старую поразъедает. В общем, получается, с левой монеткой было то, что сильно загустевшая смазка была. Надеюсь, что и с правой монеткой будет точно так же, просто загустевшая смазка. Сейчас я это все повытираю, дезинфицирую. Да, ну вот этот болтик, конечно, вообще ушатанный. Так, это сюда. Так, надо же ее разобрать тоже. Ого. Ого. Сколько ж лет этой монетке.
Вот это вот алюминий полностью, вот это вот. Так, ну, наверное, я сюда на эту втулочку масла не буду капать. Пускай лучше на сухую. Если его здесь не было, никакой смазки не было, значит, пускай так и будет. Так, затем вот у нас есть в спирту промоченная салфеточка. И сама шкала-индикатор. Опа. Так, сюда надо капать. Ну, пружинка здесь вообще такая страшненькая, ржавенькая. Продлим ее срок службы. Вот. Так, теперь надо ж попасть, ее собрать так, чтобы вот эта белая штука была у нас на первой скорости и попала первая скорость, седьмая. У нас наоборот идет седьмая, да? Значит, она должна у нас, так, втулочка так должна стоять. Седьмая. Опа, что-то я гоню вообще, она что так должна быть. 7, потом вверх. Нет, так, запутался. Эта штука была здесь, да? Правильно? Правильно, потом вот эта штука должна одеться на нее сверху. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот она должна стоять, да? Значит, это надо... Она должна быть вот здесь. Вот здесь вот так. Сейчас еще раз. Втулочка сюда. Вот так. Потом эта штука вот так. Не, ребята. Что-то не то. Сюда что еще за... Или то. Так, значит, это вот так. Есть, да. Через эту закручивается болт в эту хрень. Правильно, через вот эту вот дырочку болтик закручивается сюда. Тогда она у нас вот так становится. Вот так становится. И надо попасть. Надо попасть как? Так, чтобы эта зеленая штучка попала. А твою дивизию опять не так. Ой. Так, вот этот вот писюнчик должен вот сюда попасть. Сейчас попробуем. Он, падла, крутится. Так, смотрим. Даже не попал. А почему? Да потому. Так, это вот так вот. Опа, сейчас.
Сейчас я попаду почти. О! Та, твою дивизию попал. Только почему-то она не хочет. Все, смотрите. Оп. Так, это есть. Теперь ее надо прикрутить, чтобы она не выпала. Она была прикручена вот этим вот винтиком. Столько мелких запчастей. Сейчас повытираю винтик от окислений. Так. Затем стояла эта штука вот так вот, да, если я правильно все делаю, да. Этот винтик получше был здесь. А вот этот винтик похуже. Так, а вот этот винтик был здесь. Так вот. Смотрим, шкала у нас. Все. Опа. Работает. Сразу эту штуку прикрутить. Далее надо выставить механизм так, чтобы у нас попало. Так, походу вот эта вот дырка должна попасть вот на вот этот вот индикатор. Как ее так сделать, чтобы она попала? Правильно? Ага, еще надо эту штуку одеть. Вот так вот. И надо что вычислить у нас 7-ю скорость, да? Это должно быть у нас все уже на последней. Если у нас вот так вот получается, то у нас, если вот это, а это у нас должна толкать вот эту вот. Ага, сейчас вычислим. Сейчас мы вычислим скорость. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опа, есть. Так, этот тросик сюда заходит. Правильно? Теперь скидываем. Скидывать надо сюда нажимать. Раз. До конца не стало. Так, еще раз. Этим рычагом. Еще раз. Поехали вот сюда, да? Вот так вот. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это у нас тросик натянутый. Когда у нас натянутый тросик, у нас получается стоит на самой маленькой звездочке. Самая маленькая звездочка это у нас 7-я. 7-я. Значит, надо теперь просто попасть. А не все так легко и просто, как хотелось бы. Не попадаю. Это получается у нас так вот. Твою
Нет. Не то. Так, значит, я неправильно что-то делаю. Значит, надо скинуть. Скинуть. Вот. И попробовать. Сейчас у нас тросик получается ослабленный. Значит, 7-я это у нас... наоборот, когда ослабленный тросик, это у нас самая маленькая звездочка. Если я правильно понимаю. Так, сейчас еще раз. Дырочка вот, индикатор вот. Опять что не так. Так, вставил, да, значит, о, пошло. Есть, этот трос натянут, это у нас самая большая звездочка. Теперь сбрасываем назад. Опа, не хочет. Не хочет. Не хочет. Почему не хочет? Потому что где-то заело. Почему заело? Потому что, наверное, надо сейчас смазать смазкой. Капнуть масло. Погонять это все. Тряпочку. Это болтик, это сюда, это сюда. И вот так вот взять это сейчас все. Просто-напросто погонять вот так. Потому что что-то оно вообще не хочет работать. Сделаем. Есть. И теперь вот эту штуку надо... Опа, все есть. Опять взводим. Это нет, да. Натягиваем трос. Есть. И теперь сбрасываем. Опять натягиваем трос. И теперь сбрасываем. Так. Теперь нужно попасть. Теперь нужно попасть в эту всю систему. Блин, ну до какой степени все качественно сделано. Я не знаю, сколько лет всему этому. Но качество видно сразу. Это сюда. И получается опять надо все попасть. Так, вот классно есть индикатор. Не индикатор, а меточка. Вот маленькая такая вот выпуклость. Это получается напротив дырочки. И вот я вот так вот смотрю на эту штучку. Вот так вот. Блин, конечно, на камеру снимать это все. И в экран смотреть, постоянно заглядывать. И вот это все такие мелочевки собирать так неудобно. Вы уж там сильно не критикуйте. Так как все эти ролики для ютуба, есть люди снимают специально, готовятся. Супер дорогие камеры покупают, супер дорогие лампы, вот эти вот освещения. Ну, хочется тоже, но лучше купить какой-то инструмент. Сейчас хочу себе купить ключ для
снятия и установки кареток Hallovtech или Hallovtech, как правильно, 2. Достал себе шатуны со звездами Dior с барахолки. Ну там как-нибудь видео сниму. Когда ключ куплю, сниму видео. Так, ладно, сейчас опять надо это все попасть. Опять вот так вот, елки-палки, ну так же неудобно. Попробовать вот так вот. Тут колечко это мешает. Так. И это не так, и то не так. Да, попал. Но оно почему-то не хочет сбрасывать назад. Почему? Почему? Что-то здесь не так. Почему-то оно не хочет. Ну вот и все, хоть убей. Блин, ну все так классно и шло. На тебе, вот вечно какой-то замес получается. Почему она не хочет сбрасывать его? Так, это я натягиваю скорость, да? Вот я натянул. Сколько мне надо, столько щелчков сделал. Почему оно его не сбрасывает? Так вот, если вот так вот, да, это натягиваем, это мы увеличиваем, а вот это вот надо, чтобы сбрасывало. Но если пальцем я придавливаю, тогда оно срабатывает. А почему здесь не хочет срабатывать внутри? Так, в общем, если я правильно понимаю, дошло до меня, почему не сбрасывает. Сейчас я соберу это, вставлю тросик, и это ж получается у нас 7-я скорость, это маленькая, это самая маленькая звездочка у нас стоит на заднем колесе. 1-я скорость, это у нас получается самая большая звездочка, да? Да. И когда задняя компаньола с 1-й переключается на 2-ю, на 3-ю, на 4-ю, она уходит от колеса. То есть она сама по себе должна тянуть тросик. Правильно? Не, нифига. Потому что надо, чтобы еще индикатор переключался. Вот елки-палки. А ну сейчас соберу, попробую. Если я правильно понял, значит будет вот так вот. Сейчас опять это сюда. И вот сюда твою дивизию. Ну что ж так неудобно. Так, смотрим, что у нас с индикатором. Так, индикатор пошел. 1-я. Вот, все, ребята, все отлично, все хорошо. Значит, не надо никакой тросик. Значит, просто надо было разработать этот механизм, вымыть хорошо и разработать. Вот смотрите, 7-я. Что отсвечивает так сильно. 6-я, 5-я, 4-я, 3-я,
вторая, первая. Отлично, все работает. Индикатор сбрасывает. Все хорошо. Раз. Получается одним щелчком одна скорость. Два щелчка, две скорости. Что, сразу 4 скорости можно одним щелчком? А ну. Да. Фу. Слава богу, как говорится. Эта штука у нас собрана. Значит, получается так. Просто надо было вымыть все хорошо, почистить и смазать. Что я сделал? Я это все помыл, почистил и смазал. Значит, комплект моноблоков Shimano Alivio полностью рабочий и готов к дальнейшей эксплуатации. Так, что с этим болтом? Вот так вот он должен идти, да? Вообще этими никогда не пользуюсь, потому что они для того, чтобы ручку отвести дальше. Это для тех, у кого маленькие руки. Так, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично, все работает. Все отлично. Так, и здесь точно так же. 2, 3. Раз, два. Все работает. Все. Полностью отремонтировал. Почистил, смазал. Полностью готовые моноблоки Shimano Alivio. Кому понравилось, палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Все, всем пока.